Всем привет! Добро пожаловать на кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Звездная болезнь». Погнали! Фильм начинается с выступлением суперзвезды Кристофера Уайльда в Stay Place центре, Лос-Анджелес. Девушка Сара – преданная фанатка Кристофера, а ее сестру Джессику от него просто тошнит. Сара знает про него абсолютно все, даже где и когда он бывает. У Кристофера есть лучший друг – Стаби, и девушка Алексис Бендер, блогер. Сара и ее сестра Джессика учатся в средней школе МакКинли. В школе Сара обсуждает с подругами-фанатками поездку в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со звездой. Родители Кристофера не только родители, а еще и менеджеры. Они продвигают сына. К ним приходит кинорежиссер Алан и предлагает Кристоферу сняться в фильме. Он предупреждает, чтобы до съемок его репутация была чиста и чтобы папарацци ничего не испортили, он должен сидеть дома и не высовываться. Алан сможет убедить продюсеров взять Кристофера, но при этом он должен показать, что он серьезный человек. Тем временем Сара и Джессика уже в аэропорту Лос-Анджелеса. Они едут к бабушке, и Сара планирует поездку к Кристоферу. Она получает сообщение от подруг о том, что Кристофер выступает на дне рождения Алексис. Тогда Сара умоляет Джессику отправиться туда вместе с ней. Кристофер и Стаби сидят в Феррари. Кристофер не может подвести девушку. Он заходит с черного входа и начинает выступление. Пока Джессика ждет в машине, Сара приходит на вечеринку. Джессика устала ждать сестру и идет ее искать. Она стоит и смотрит на фанаток. Ей все это чуждо. Джессика проходит мимо. Она подходит к черному входу, и в этот момент Кристофер резко открывает дверь, чтобы сбежать, и случайно сбивает Джессику, девушку, которая совершенно к нему холодна. Кристофер думает, что он конкретно вляпался, и просит своего друга отвезти Сару домой, а он поедет с Джессикой в больницу. И каково его удивление, что Джессика не его фанатка. Пока он ждет Джессику в больнице, ему звонит мама и спрашивает, где он. К нему приехал Алан со своими дочерьми, фанатками. Кристофер, чтобы быть незаметным, обращается к врачу, мужу своей сестры, и меняет свою Феррари на старую колымагу. Он отправляется вместе с Джессикой к себе домой и просит ее немного подождать. Потом он отвезет ее домой. На встрече с Аланом и его дочерьми он исполняет для них песню, и ее слышит Джессика. Она выходит на лоджию и проникается. Джессика оказывается в гараже Кристофера и просит его отвезти к бабушке. По пути они общаются, и Кристофер начинает подпевать включенному радио. Джессика думает, что он хочет ее поразить. Возле дома бабушки Джессики приезжают папарацци, и Кристофер просит его приютить до утра. Джессика дает ему одежду дедушки и оставляет на ночевку в гараже. Утром Джессика не дает открыть гараж Саре, но, как оказалось, Кристофер уже уехал. По новостям говорят, что Кристофер уехал вчера с таинственной незнакомкой. Две сестры отправляются на пляж. Сара точно уверена, что Кристофер там. Джессика узнает звезду по вещам дедушки, и они меняются автомобилями, чтобы папарацци его не узнали. Кристофер просит сесть Джессику в машину бабули и маскирует ее платком и очками. Потом они начинают смеяться. Они начинают скрываться и решают провести время вместе, пока папарацци не покинут пляж. Кристофер становится гидом и показывает Джессике разные места в Лос-Анджелесе под свои заразительные песни, и Джессика стала подпевать. Они попадаются папарацци, и Джессика по карте загоняет обоих в тупик. Джессика жутко недовольна произошедшим и возвращается пешком на пляж с Кристофером. Они спорят о том, что Кристофер не живет своей жизнью, а он не понимает, почему не нравится Джессике. Его же все любят. Потом они смеются и говорят по душам. Кристофер рядом с девушкой чувствует себя самим собой. Они больше узнают друг друга и уже, держась за руки, идут дальше. Их чувства взаимны. На пляже Кристофер благодарит Джессику за проведенный день. Они хотят поцеловаться, и его срывают незнакомые проходимцы. Джессика и Кристофер ссорятся из-за того, что они не могут быть вместе. Ведь она обычная девушка, а он суперзвезда. Джессика плачет в телефонной будке. Проходит день за днем. Джессика думает о Кристофере, слушая его на iPod. А он вкладывает еще непонятную ему любовь в свои песни. После репетиции Кристофер смотрит на их совместные фото и обсуждает их со Стаби.
Их разговор прерывает Алексис. Она бросает Кристофера. Джессика с семьей уезжают домой, и она прощается с бабушкой. Алан звонит по видеосвязи Кристоферу и говорит ему: «Скажешь, что не знаешь девушку, что она просто фанатка, которая преследовала тебя весь...» Он должен отправиться на телевидение и сказать, что не знает никакой Джессики. В это время Джессика смотрит передачу и слышит то, что говорит Кристофер. На очередной репетиции Кристофер понимает, что с ним что-то не так. Тогда Стаби говорит, что он не может забыть Джессику. И когда он поет песню, он это доказывает. Дом Джессики окружают папарацци. Она выходит из дома и искренне защищает Кристофера и говорит, что лично с ним не знакома. Я лично с ним не знакома. Стаби, общаясь с другом, объясняет ему, что он слишком часто говорит «я вынужден» и не поступает, как он хочет на самом деле. Кристофер отправляется на съемочную площадку к Аллану и отказывается от съемок в фильме. Затем приезжает домой и увольняет своих менеджеров, прося их быть только родителями. Вы оба уволены? Сара и Джессика отправляются на школьную вечеринку. Неожиданно она прерывается самим Кристофером Уайльдом. Он берет микрофон и поет свою новую трогательную песню. Все расступаются, Кристофер приближается к Джессике. После завершения песни он начинает объясняться. Врываются папарацци. И он говорит на камеру, что обманывал. Кристофер знает Джессику и просит у нее прощения. Пожалуйста, прости меня. Она его прощает, и он приглашает ее на свидание. Фильм заканчивается на позитивной ноте танцующих влюбленных под рэп Стаби. Несмотря на пересказ сюжета, любителям музыки стоит посмотреть этот фильм. Он отлично подойдет для семейного просмотра. Спасибо за просмотр. Всем успехов и пока!